Глава 1026. Подчинение. Услышав, как рогатая женщина упомянула пластинку, на лице Хань Ли появилось удивление. Эта пластинка не выглядела чем-то особенным, когда он ее приобрел, поэтому он отнесся скептически к ее словам. Хлопнув по сумке для хранения, он вынул пластинку в виде малиновой полоски света. Она сделала круг в воздухе и упала ему на руку. Пластинка была размером с ладонь, сверкала малиновым светом, а на ее поверхности был маленький круг серой ци. Хань Ли быстро просмотрел ее своим духовным чутьем и своими глазами духовного прозрения. Затем он радостно поднял руку и ударил по ней лазурным светом. Внезапно пластинка сверкнула ярко-красным светом, и круг серой ци исчез, а на его месте появилось изображение черно-белой духовной черепахи. Уставившись на деревянную пластинку, синий свет в его глазах погас, и он поднял голову, спокойно сказав: «Значит, ты огромная каменная черепаха. Неудивительно, что ты смогла столько выдерживать сущность света Великого Севера». Во избежание недоразумения рогатая женщина поспешила объяснить: «Собрат Даос должен знать, что мои слова правдивы. Мою пластину контроля души лично изготовили 3 мастера Кунью. В мире больше нет никого, кто бы смог изготовить такую высокоранговую пластину контроля души. Пока он будет в вашем распоряжении, моя жизнь полностью в ваших руках». Это правда, но все так же зависит от владельца пластины. Если бы кто-либо на стадии зарождающейся души захотел усовершенствовать ее, и ты бы стала их слугой, их уровня культивации было бы недостаточно, что вызвало бы обратную реакцию. Что? Собрат Даос считает, что того, что у вас есть пластина контроля души, недостаточно. Рогатая женщина нахмурилась. Разумеется. Даже если я усовершенствую пластину, я смогу лишь временно тебя контролировать. Рискуя всем, ты можешь мгновенно вырваться из-под контроля и предать меня. Мне неинтересно постоянно находиться на грани опасности. Какой смысл мне щадить тебя? С каждым словом выражение на лице Хань Ли становилось все мрачнее, а кольцо Ян над его головой гудело все громче, заставляя серебряные световые нити плотнее сдавливать рогатую женщину. Испугавшись, она взволнованно закричала: «Собрат Даос, если вы все еще беспокоитесь о моей преданности, я могу часть моей души к пластине. Если я затаю злобу, вы сразу почувствуете это». «Что?» «Такой метод, безусловно, подойдет. «Продолжай», — сказал Хань Ли равнодушным тоном. Она немного поколебалась, но, увидев суровое выражение на лице Хань Ли, ее сердце сжалось, и она, недолго думая, ударила себя по затылку. Черно-белый свет сверкнул на макушке ее головы, и сверху появилась малиновая зарождающаяся душа. Она открыла рот и выплюнула шар зеленого света размером с кулак. Женщина скривилась от боли, когда зеленый свет дрогнул и разделился на неравные половины. Большая половина сделал круг и вернулась в рот зарождающейся души, а другая направилась к Хань Ли. При виде этого Хань Ли поднял пластину контроля души. Во вспышке малинового света зеленый шар был поглощен, и пластинка издала одинарный звон. Затем Хань Ли посмотрел вниз и увидел, что черно-белое изображение черепахи стало ярче, а ее глаза сверкали так, словно она была живой. При виде этого он почувствовал облегчение и проглотил пластину, чтобы принять ее в свое тело. Когда женщина увидела это, ее сердце вздрогнуло. Помимо перехода в стадию трансформации божества, у нее не было никакой надежды вырваться из-под его контроля. Хань Ли указал на кольцо, рассеяв сущность света Великого Севера, окружающую женщину. Затем он расплылся, мгновенно появившись перед ней, и мрачным выражением на лице уставился на ее искалеченную руку. По щелчку пальца вокруг них блеснул черный свет, и кольцо Инь создало вокруг них барьер, отражая серебряные световые нити. Затем он снял кольцо Ян и небрежно сказал: «Будь спокойна, я не собираюсь связывать тебя на вечность. Когда я погибну или вознесусь в царство духов, я отпущу тебя. Я не собираюсь передавать тебя из поколения в поколение. Собрат Даос, можно ли верить вашим словам?» Неверие вспыхнуло в глазах рогатой женщины. Не обращая внимания на ее вопрос, он просто улыбнулся: «Узнаешь, когда придет время. Для таких духовных зверей, как ты, продолжительность жизни человека не является чем-то примечательным. Если будешь действовать добросовестно и усердно, я не буду относиться к тебе несправедливо. Я уверен, что скоро ты поймешь, что стать моим духовным зверем было не таким уж плохим решением. В любом случае, до тех пор, пока вы держите слово, я не возражаю против того, чтобы выполнять ваши приказы», — криво усмехнулась она. «Ладно, хватит болтовни. Прими это лекарство и восстанови свою магическую силу и травмы». С равнодушным выражением на лице он передал ей маленькую бутылочку. Восстановить магическую силу. Го. Неужели эта женщина с сомнением посмотрела на бутылочку и, открыв крышку, почувствовала чрезвычайно чистую духовную ци? Закинув руки за спину, он неспешно уточнил: «Это капля тысячелетнего духовного молока».
Тебе этого будет достаточно для восстановления магической силы. Мне нужна твоя помощь. Большое спасибо, собрат Даос. Женщина пробормотала несколько слов благодарности, а затем отхлебнула лекарство. Лекарственная жидкость стала циркулировать по телу, и она почувствовала, как по ней распространяется огромная духовная сила. Женщина была в восторге и сделала жест заклинания. Вокруг нее вспыхнул черно-белый свет, и она посмотрела на свою разрушенную руку и начала петь. К своему большому удивлению, Хань Ли увидел, как свет концентрируется на ране, и рука стала обрастать плотью прямо на глазах. В мгновение ее рана полностью зажила. «Бессмертное тело!» — воскликнул Хань Ли. Это была редкая способность, которой обладала лишь горстка демонических зверей, и он видел ее лишь у огненной жабы в долине падения дьяволов. Ему было неизвестно, во сколько раз сильнее ее способность по сравнению с этим зверем. За 1 минуту рана была полностью восстановлена. Похоже, он сумел покорить демона только по счастливой случайности. Если бы не сущность света Великого Севера, и не тот факт, что ее магическая сила была сильно истощена из-за прохождения сквозь него, с ней было бы не так легко справиться. По правде говоря, он не знал, что женщина также была истощена из-за прохождения ограничений золотых духовных деревьев, иначе она могла бы продержаться гораздо дольше. В конце концов, демонический зверь 10-го ранга обладал уровнем культивации, далеко за пределами его воображения. После этого рогатая женщина с приятным выражением помахала своей недавно отросшей рукой. Духовное молоко достойно своей репутации. В противном случае бы мне потребовалось бы день, чтобы восстановить ее. Итак, как мне тебя называть? Поскольку ты была вместе с ночным демоном, ты уже должна была слышать мое имя. Меня зовут Гуйлин, нерешительно ответила рогатая женщина. Действительно, я кое-что слышала о вас, но только в отношении ваших способностей. Хань Ли слегка улыбнулся. Поговорим об этом позже, госпожа Гуй. Твои способности и уровень культивации поразительны. Несмотря на то, что я контролирую твою душу, я не могу контролировать тебя, как низкоранговое духовное животное. Мне придется подружиться с тобой, когда все уладится. Это мне стоит благодарить вас. Ах, вы упомянули, что я должна что-то сделать для вас. Вспомнив это, ее лицо стало серьезным. Она немного волновалась, что он заставит ее напасть на 2 других демонических стражей. Хотя их отношения не были глубокими, они все еще были друзьями. В его глазах мелькнул холодный блеск, через мгновение старый дьявол Цань войдет в эту область. В этот момент ты должна будешь защитить меня и схватить его. Услышав это, она с облегчением вздохнула. Вы имеете в виду культиватора на поздней стадии зарождающейся души, что использует дьявольские техники? Именно, холодно улыбнулся Хань Ли. Изначально я не планировал принимать меры против него, потому что его техники передвижения очень необычны. Даже если я могу контролировать серебряные световые нити здесь, мне нужно взять его живым. С твоей помощью сделать это будет проще. В таком случае я буду стараться изо всех сил, восторженно ответила Гуйлин. Тогда я вынужден побеспокоить тебя. Когда ты нападешь на него, не забудь пощадить его зарождающуюся душу. У меня есть вопросы, которые требуют ответов. Она взглянула на него и на мгновение поколебалась. Простите меня за лишнюю откровенность, но даже если у нас есть преимущество, убить его — совсем другое дело. Благодаря своим техникам он может спокойно здесь перемещаться. Нанести ему серьезную травму будет легко, но если он решит сбежать, нам его не остановить. «Это правда», — сказал он со странным выражением. «Это было бы трудной задачей для нас двоих, но что, если бы у нас был еще один культиватор на поздней стадии зарождающейся души, есть еще один культиватор на поздней стадии зарождающейся души?» Женщина неосознанно огляделась вокруг и не обнаружила никаких признаков жизни. Затем она посмотрела на него с совершенно озадаченным выражением лица. Глава 1027. Засада. В задней части зала Кунью огромная колесница метнулась вперед, словно молниеносный дракон. Серебряный шар, пурпурный туман и малиновый силуэт сразу же последовали за ней. Атака разноцветного света обрушилась на колесницу, но ее поверхность вспыхнула ярким светом, отталкивая атаки. Колесница Солнечной Луны вполне заслужила своего звания одной из 3 великих колесниц мира культивации. До сих пор ни одна атака не оказала на нее никакого эффекта. Госпожа Му находилась во внутренней части колесницы и мчалась на полной скорости, стараясь изо всех сил избежать атак. Рядом ее младшая боевая сестра крепко сжимала скипетр 4 небес, но ее лицо было совершенно бледным, а глаза полуоткрыты. Казалось, что использование копии божественного духовного сокровища нанесло ей большой урон. «Собрат Даос Цань, вы действительно хотите объединить усилия с этими демонами?»
Приобретенное нами сокровище предназначено для того, чтобы заново запечатать гору ради безопасности нашего мира. Поскольку уровень культивации госпожи Му было намного ниже тех троих, ее магическая сила быстро истощилась, пытаясь уклониться от них. Холодный голос старого дьявола Цань донесся из багрового силуэта. «Хватит нести чушь. Думаешь, я похож на ребенка? Кроме того, я не связан с этими демонами. Я просто рассержен твоей атакой. Как такая мелкая секта, как твоя, осмелилась сражаться против меня? Если хочешь быть благоразумной, отдай сокровища, которые ты забрала, и эту копию божественного духовного сокровища». Услышав это, она вздохнула и почти ничего не сказала. В конце концов, положение ее секты не имело значения в глазах 10 великих сект. Под объединенной атакой всех нападавших колесница солнечной лун стала тускнеть, пока ее вытесняли в угол зала. Старый дьявол Цань со злобным выражением на лице был готов нанести смертельный удар, как вдруг услышал буддийское пение из колесницы. Вскоре после этого снова начали расцветать белые лотосы, и появился скипетр. Нехорошо, будь то демоны или старый дьявол, они отступили так быстро, как только могли. Уже однажды испытав иллюзию, они не посмели бы снова попасть в нее. С этим единственным моментом задержки колесница тут же исчезла, как только белый скипетр вернулся внутрь. Затем она снова появилась позади тех троих и выстрелила прямо к выходу. Белые лотосы молча рассеялись, лишь будучи пустыми иллюзиями. Старый дьявол Цань и демоны пришли в ярость, поняв, что их обманули, и немедленно бросились в погоню. Однако они опоздали, поскольку колесница уже погрузилась в сущность света Великого Севера. Несколько серебряных световых нитей метнулись к сокровищу, но были отражены светом на ее поверхности. Пока колесница продолжала нестись вперед, госпожа Му сжимала руки в жесте заклинания с торжественным выражением на лице. В ее руках был сияющий серебряный медальон. Он выпускал потоки света, которые покрывали челнок серебряным барьером. Ее младшая боевая сестра была на грани краха. Ее использование скипетра четырех небес настолько ослабило ее, что она даже не могла поднять руки. Она невольно взглянула на нее с глубоким беспокойством на лице. Молодая женщина слегка улыбнулась. Старшей боевой сестре не нужно беспокоиться. Отдохнув несколько лет, у меня все будет хорошо. Надеюсь на это. С твоим нынешним уровнем культивации слишком сложно использовать это сокровище так долго, беспомощным тоном проговорила госпожа Му. Это был единственный способ отобрать талисман призыва дракона у таких великих врагов. Но если бы не этот хитрый Даос Хань, мы бы смогли просто взять сокровище и уйти, обиженно сказала молодая женщина. Госпожа Му могла лишь горько улыбнуться в ответ, но она внутренне вздрогнула от мысли о его веере. Затем позади колесницы вспыхнул свет, остальные трое погнались за ними с большей скоростью. Учитывая их плохое состояние, они бы уже упали, если бы не мощь колесницы солнечной луны. Старый дьявол Цань и двое других тоже это знали и поэтому преследовали их особенно безжалостно. Однако они сразу почувствовали, что что-то не так, когда вошли в сущность света Великого Севера. С помощью серебряного медальона две женщины смогли активировать ограничение иллюзии в сущности света Великого Севера. Хотя формация не представляла для них особой угрозы, она задержала врагов достаточно, чтобы женщины смогли сбежать. В результате старый дьявол Цань пришел в ярости. Демоны уставились на него недобрым взглядом. Почувствовав это, старый дьявол Цань сразу же насторожился и ответил им: «Что, собираетесь напасть на меня?» Ночной демон колебался, но почти сразу же понял, что они не смогут с легкостью победить его, и вместо этого ответил со смехом: «Конечно, нет. Мы не посмели бы сделать что-то настолько глупое против кого-то с твоими способностями». После этого он позвал львиного ястреба, и они сразу же ушли. Поскольку у них уже были их пластины контроля души, их цель была достигнута, и они решили не ввязываться в лишние неприятности. Увидев, что они исчезли, он холодно рассмеялся, и его малиновый силуэт полетел в другом направлении. Красный силуэт мчался сквозь бесчисленные серебряные нити без малейшего препятствия, пока ему не удалось покинуть иллюзию. Вздохнув с облегчением, старый дьявол собирался покинуть этот район, как внезапно остановился, и его глаза блестели глубоким алым светом. «Кто там? Покажись!» Как и ожидалось от великого старейшины секты рассеивающийся инь, уровень культивации брата Цань действительно высок. От каменной колонны эхом отразился спокойный голос, и он показал себя в барьере черного света, что окружал его. «Ханьли!» Старый дьявол Цань прищурился. Щека мужчины дернулась, увидев, как легко Ханьли блокировал сущность света Великого Севера. Он мрачно сказал: «Кажется, ты ждал меня здесь, как ты догадался, все просто. Может ли брат Цань дать мне копию заклинания, чтобы снять проклятую печать души? Проклятая печать души?» Удивился старый дьявол Цань, а затем взвыл от смеха.
Хотя я не знаю, почему тебе нужна техника снятия проклятой печати души, ты думаешь, что я просто так возьму и скажу тебе ее? Хань Ли пробормотал. Я знал, что это пустая трата времени, но я решил попробовать. В конце концов, было бы трудно оставаться в Великом Цзинь намного дольше, раз я усовершенствую душу великого старейшины одной из 10 великих сект. Услышав это, старый дьявол Цань бросил кинжалы в Хань Ли. «Хочешь усовершенствовать мою душу?» — спокойно спросил старый дьявол Цань. «Давай посмотрим, а хватит ли у тебя на это сил. Зови тех, кто должен помочь тебе». Одинокий культиватор на средней стадии зарождающейся души не посмел бы вести себя столь высокомерно. «В таком случае, пожалуйста, выходи, госпожа Гуй». Не успел он это сказать, как вспыхнул столб света со стороны старого дьявола Цаня, обнажив рогатую женщину в малиновых доспехах с черным жезлом. «Ты?» Дьявол быстро перевел взгляд. «Что этот парень предложил тебе за то, чтобы вы объединились? Я могу увеличить плату». Гуй Лин фыркнула, взмахнув жезлом. «Этого будет достаточно, если ты отдашь мне свою жизнь». У рогатой женщины не было другого выбора, кроме как служить Хань Ли, поэтому она не собиралась шутить с ним шутки. Старый дьявол Цань пришел в ярость от ее слов, но в лице он ничуть не изменился. Он быстро проверил местность своим духовным чутьем и к своему большому облегчению больше не нашел никого поблизости. Поскольку их было только двое, ему было бы легко сбежать. Поэтому он, не говоря ни слова, вспыхнул малиновым светом и метнулся в виде полоски света без намерения мстить им двоим. Хань Ли, ожидая, что это произойдет, взмахнул черным кольцом. В тот же момент сущность света Великого Севера в 100 метрах вокруг него зазвенела и стала накапливаться, образуя плотную стену. Воплощение красного дьявола было по общему признанию могущественным и почти неуязвимым, но когда он увидел, что сущность света Великого Севера стала скапливаться в одном месте, он внезапно встревожился и остановился. В этот момент Гуй Лин взмахнула черным жезлом, активируя его копии над головой старого дьявола Цань. Но перед тем, как жезлы обрушились на него, он внезапно почувствовал, как все его тело напряглось, словно невидимая сила удерживала его на месте. Старый эксцентрик почувствовал, как его сердце задрожало. В тот же момент Хань Ли указал на свое кольцо Ян, и бесчисленные серебряные нити образовали сеть вокруг старого дьявола. В ужасе старый дьявол Цань издал яростный крик. Малиновый силуэт засверкал духовным светом, и его живот внезапно распух. С приглушенным взрывом его тело вспыхнуло, разбрасывая алые нити в разные стороны. Жезлы и сеть сущности света Великого Севера не смогли атаковать его. Вскоре малиновый свет собрался в воздухе в 30 метрах и начал принимать свою форму. В мгновение эка малиновое воплощение старого дьявола Цань вернулось к своей первоначальной форме без малейшего повреждения. Глава 1028. Объединенные чевкающие демоны. Хотя Хань Ли не верил, что они с легкостью смогут убить старого дьявола Цань, он не ожидал, что его дьявольское искусство будет столь неуловимым. Его тело стало почти бесплотным, и это был не эффект каких-то призрачных способностей, а техника дьявольского «да», которая превратила его тело в тело бессмертного демона. Хань Ли как-то читал о таких техниках. В древности высшие дьяволы принимали эту форму, что доставляло большие неприятности культиваторам того времени. Увидеть эту технику своими глазами было чудом. Хань Ли был поражен, но не собирался прекращать нападение. Открыв рот, он выплюнул фиолетовый огненный шар. В мгновение ока он вырос до размеров колесницы, а затем метнулся в направлении малинового силуэта. Одной рукой управляя огромной сетью сущностью света Великого Севера, преследуя старого дьявола, он махнул другой, выпустив плотный заряд золотой молнии с раскатами грома. Рогатая женщина, помогавшая Хань Ли, Гуй Лин, несколько раз ударила черным жезлом в руке по малиновому свету, и бесчисленные копии жезла обвились вокруг него в бушующем шторме. Поскольку они находились в сущности света Великого Севера, материальные сокровища было сложно использовать. Одна ошибка, и свет мог легко уничтожить ее. Старый дьявол Цань теперь оказался в ловушке и увидел, что на него несутся несколько атак одновременно. Течение боя быстро обернулось против него. Он стиснул зубы от ярости и укусить кончик языка. Затем он выплюнул шар серого света в малиновых нитях для блокировки молнии. Раздалось 2 приглушенных взрыва, и воздух наполнился зеленым дымом, надвигающиеся атаки исчезли. В этот момент старый дьявол Цань стал вращаться в воздухе и собрал вокруг себя 5 облаков белой ци. Они быстро увеличились до 6 метров, после чего из каждого вышел человеческий скелет. У всех скелетов были безупречные кости, пронизанные нитями ледяной ци. Старый дьявол призвал настоящее тело несокрушимых чевкающих демонов. Появившись, 5 скелетов выдохнули потоки зеленого пламени. Пламя выглядело как обычное призрачное пламя, но 2 потока нацелились на огненный шар высшего пурпурного пламени и смогли затормозить его.
Потоки пламени от 3 других скелетов образовали зеленую стену, которая заблокировала огромную сеть сущности света. Огромное количество черных жезлов продолжало подавлять его тело огромным, невидимым давлением. Но на этот раз он не стал сжигать свое тело. В конце концов, на использование этой техники тратилась большая часть его магической силы, он мог использовать ее только в крайнем случае. Поскольку он призвал истинное тело воплощений чихающих демонов, очевидно, у него был план. Он мысленно приказал 5 телам появиться вокруг него и поднять руки, создав серый барьер, который окутал его и демонов. Мгновением позже в воздухе выстрелили черные жезлы, один за другим, и каждый сотрясал воздух вокруг них, окутывая все серо-черным светом. Каждый жезл издавал ужасающие звуки. Хань Ли был поражен мощью этих жезлов. Эта огромная черепаха была действительно способной. Казалось, что в их раннем сражении она не смогла использовать даже половину своих способностей из-за усталости, а теперь смогла бы вступить в гораздо более серьезную битву. Однако барьер оказался гораздо прочнее, чем он ожидал. Как только взрывы прекратились и все копии жезла исчезли, оказалось, что барьер был цел и невредим. Гуйлин изменилась в лице. Мрачно уставившись на барьер, она фыркнула и выплюнула облако черно-белой эссенции на жезл в своей руке. Жезл тут же зазвенел и засиял ярким светом, приняв форму топора. В следующее мгновение Гуйлин подняла топор в воздух и пробормотала заклинание, уставившись на него. Слой ослепительного серебряного света появился на его поверхности и внезапно изменился, претерпевая очередную трансформацию. В мгновение окон расширился до размера огромного серебряного топора длиной более 30 метров. Лезвие было невероятно ярким, а рукоять была толщиной с тела человека. После этой трансформации топор выпустил огромное количество зловещей ци, словно с него была сорвана сдерживающая печать. Даже издалека Хань Ли чувствовал неистовую кровожадность топора. С ожесточенным выражением на лице тело Гуйлин также увеличилось в размерах. В одно мгновение она выросла более чем на 20 метров. Хань Ли удивленно пробормотал: «Техника гигантского увеличения. Не думал, что ты способная на такую великую силу. Кажется, что твой уровень культивации уже достиг пика поздней стадии зарождающейся души». В этот момент он неосознанно взглянул на область сущности света и изменился в лице. С ледяным блеском в глазах он взмахнул рукавом и вызвал веер 3 огней. Гуйлин протянула руку к серебряному топору и схватила его, мельком взглянув на старого дьявола Цань вдалеке. Затем, схватив топор обеими руками, она метнулась к нему. Серебряная полоса длиной в 10 метров засияла с поверхности и засвистела в воздухе. Оставляя белый след на своем пути, полоска словно разрывала само пространство. Старый дьявол Цань был шокирован при виде этого. Он был уверен в своих демонах, но не решался противостоять лобовому удару. Недолго думая, он вдруг призвал в руку короткий белоснежный клинок. Во вспышке холодного света топор почти вонзился в него. Но в последнее мгновение он выплюнул на клинок туман малиновой крови. В одно мгновение сущность крови слилась воедино и превратилась в малиновую саблю странной формы, узкую и острую. С лезвием в руке и приближающимся к нему огромным серебряным полумесяцем, он махнул им с серьезным выражением, и странный меч исчез из поля зрения. Мгновение спустя чихающие демоны деформировались перед ним, словно пытаясь атаковать. Вопреки ожиданиям Хань Ли, багровое и серебряное сияние переплелось в воздухе в момент столкновения атак, не издав ни малейшего звука. Он увидел тонкую малиновую саблю, странно изгибающуюся под несколькими углами, которая, казалось, вот-вот треснет. Но затем чихающие демоны внезапно выскочили вперед и слились воедино, образуя гигантский скелет размером с Гуйлин. Раздался хрупкий щелчок, и длинная малиновая сабля раскололась на куски. Было ясно, что серебряный полумесяц явно был сильнее. Огромный скелет дико захихикал и, подняв свой череп, выпустил серый туман. Облако тумана было небольшим, но плотным. Однако, когда полумесяц врезался в него, он стал замедляться, словно погружаясь в вязкую жидкость. Вскоре после этого серебряная полоска громко загудела, окрасилась в серый цвет и вовсе перестала двигаться. Затем туман закружил в воздухе и вернулся в рот черепа. Гуйлин заревела, оскверняющая дьявольская ци. Поскольку твои демоны способны на это, кажется, что они когда-то были телами культиваторов зарождающейся души. Обычные трупы не могу обладать такой способностью. Старый дьявол Цань холодно рассмеялся. То, что я использовал для изготовления своих демонов, не должно тебя волновать. Но раз ты знаешь об этом, почувствуй их объединенную мощь. Затем он поднял руку и ударил гигантский скелет несколькими заклинаниями. Огромный скелет загудел, а его бесстрастные глаза сияли багровым светом. Он начал приближаться к Гуйлин, и земля задрожала под его ногами.
Хань Ли перевел взгляд на огромный скелет. Даже с раскрытым веером 3 огней его сердце слегка напряглось, но вскоре расслабилось. Он быстро взмахнул второй рукой и выпустил кольцо Ян над головой. В воздухе резонировал гул, и сущность света образовала над ним огромные серебряные волны. В ярких вспышках нити серебряного света метнулись в направлении огромного скелета, образуя плотный поток. Череп вдруг засвистел, окутав себя слоем серого света. Множество серебряных нитей обрушилось на его поверхность, но все они были рассеяны, оказав лишь незначительное повреждение. Хань Ли напрягся при виде этого, начав вливать больше магической силы в кольцо Ян. В следующее мгновение произошло огромное изменение. Теперь световые нити собрались вместе, образовав десятки веревок и исчезли из поля зрения. Раздалось несколько хлопков. Дюжина отверстий размером с большой палец пронизывала тело скелета, включая его череп. Оскверняющая дьявольская ци не смогла заблокировать эту атаку. То, что кольцо Ян объединило сущность света, значительно увеличило силу нитей. Но вскоре слабый след счастья на лице Хань Ли снова исчез, заменившись на угрюмое выражение. Глава 1029. Кровавая дьявольская жемчужина. После того, как гигантский скелет был поврежден от конденсированной сущности света, по всему его телу стало циркулировать белое сияние, быстро заделывая отверстие. Хань Ли нахмурился. Похоже, ему сначала придется разобраться со старым дьяволом Цаном. Хотя огромный скелет, казалось, двигался медленно, с каждым шагом он преодолевал огромное расстояние вперед, быстро приближаясь к Гуйлин. В его глазах вдруг сверкнул малиновый свет, когда он прижал руки к телу и вытащил 2 реберные кости, превратив их в сабли длиной 3 метра. По взмаху руки на каждой из них зажглось черное дьявольское пламя. При виде этого Гуйлин холодно фыркнула и шагнула вперед, атакуя демона своим топором. Серебряный свет вспыхнул, наполнив воздух раскатами грома. Костяные сабли увеличились в размерах и скрестились между собой, блокируя атаку топора, чтобы не дать ему расколоть череп. Гуйлин была не удивлена этим, а ее глаза загорелись кровожадностью. «Тигр, сожри их!» Ее оружие снова вспыхнуло ярким светом, а на его поверхности голова гигантского зверя, напоминавшая голову белого тигра с одним рогом. Зверь открыл пасть и, метнувшись вперед, укусил череп скелета. Сожрав голову, тигр тут же удалился. У серебряного топора был не только грозный клинок, но и артефактный дух. Гуйлин начала новую атаку и развернула топор, словно колесо смерти, атакуя скелет холодным светом. Разорванные огромной силой, кости посыпались в разные стороны. Во время атаки топор вдруг остановился и выдохнул на землю желтое пламя, намереваясь нанести последний удар по чавкающим демонам. Вопреки ситуации, однако, старый дьявол Цань был абсолютно спокоен при виде того, что рогатая женщина планировала использовать демоническое пламя для уничтожения его демонов. Он просто пробормотал заклинание и активировал дьявольскую технику. Ледяной ветер сразу же пронесся мимо бушующего желтого пламени и сдул его. Из желтого пламени вырвалось 5 желтых кристаллических нитей, а затем раздался взрыв диаметром более 30 метров. Несколько облаков серой ци вырвались из пепла, а на их месте тут же появилось 5 новых скелетов. Гуйлин в тревоге закричала: «Несокрушимая дьявольская форма! Кто бы мог подумать, что твои воплощения развили такую способность? Разве ты не боишься, что может случиться обратная реакция, с чего мне волноваться по таким пустякам?» «Как будто я дам этому случиться», — равнодушно ответил старый дьявол. Затем он быстро активировал свое дьявольское искусство. Скелеты прыгнули вперед и снова слились в единую массу. После этого он немедленно вызвал 2 костяные сабли и метнул их в Гуйлин. На этот раз она не приказывала духу артефакта топора атаковать, а предпочла сама столкнуться с клинками. Топор, пылающий ледяным светом, и 2 тонкие костяные сабли окутывал белый туман в момент их яростных столкновений. От каждого удара оглушительный гул сотрясал воздух вокруг них. Гул, казалось, воздействовал на сам зал, словно он вот-вот разрушится. Хань Ли прищурился, глядя на это. Хотя Гуйлин удалось восстановить ее магическую силу и превратиться в гиганта, находящийся поблизости остаток сущности света случайно повредил ее. Независимо от того, насколько прочной была ее малиновая броня, она не сможет больше выдерживать атаки скелета. Таким образом, он намеревался закончить сражение. Взглянув на алый силуэт вдалеке, он с суровым выражением на лице втайне отдал приказ кольцу Ян над его головой. Позади малиновой фигуры появилось несколько серебряных веревок, конденсированных от окружающей сущности света, которые, как гадюки, стали преследовать свою добычу. В момент приближения серебряных веревок тело старого дьявола Цань сразу же расплылось, как только он что-то почувствовал.
Однако 8 цепей из серебряной веревки застали его врасплох и проникли в его тело. На мгновение он был поражен, но, увидев веревки, пронизывающие его тело, злобно улыбнулся. Такие травмы не имели для него большого значения. Одной мыслью он мог восстановить это повреждение. Однако вскоре он обнаружил, что что-то не так, и изменился в лице. Серебряные веревки не исчезли, а лишь стали ярче излучать серебряный свет. «Захват!» — крикнул Ханли. Цепи, как питоны, плотно обвились вокруг него, приложив огромные усилия, чтобы разделить алое тело на 8 отдельных частей. В яростной тревоге старый дьявол распустил тело в кровавый туман и улетел поодаль, прежде чем снова слиться воедино. Несмотря на его отчаянные попытки сбежать, веревки неуклонно преследовали его, как только он растворялся, а после восстановления происходило то же самое, в результате чего его тело напоминало рваную бумагу. Это происходило еще 6 раз подряд, но каждый раз, когда он убегал в виде кровавого тумана, он становился все более редким. «Ты ухаживаешь за смертью!» В ужасе закричал дьявол из кровавого тумана. Было ясно, что его дела плохи. Что еще хуже, Ханли смог быстро сжимать серебряные веревки вокруг кровавого тумана еще до того, как он восстановился, позволяя сущности света проникнуть внутрь, предотвращая любую возможность побега. Но довольно скоро кровавый туман прекратил появляться вообще и сгущался в вспышку света, производя жемчужину размером с кулак. Жемчужина была алой, как кровь, и сверкала странным демоническим светом, наполняя воздух запахом крови. Кровавая дьявольская жемчужина. Ханли открыл рот от удивления. «Думаешь, я тебя боюсь? Сейчас ты умрёшь!» Раздался голос старого дьявола Цань из жемчужины, и в следующее мгновение в Ханли яростно выстрелила полоска алого света. Ханли глубоко вздохнул и, быстро среагировав, наложив несколько заклинаний на его кольцо Ян над головой. Несколько серебряных веревок вылетели, ударив по нему яркими вспышками. Несмотря на его скорость, многие из атак достигли ее, но жемчужина с легкостью отразила эти атаки вспышками зеленого цвета. С равнодушным выражением на лице Ханли поднял руку и вызвал шар золотой молнии в ладонь одной руки, в другой крепче сжал веер 3 огней. Старый дьявол уже давно хранил свою зарождающуюся душу в этой кровавой дьявольской жемчужине. Чтобы убить его, нужно уничтожить саму жемчужину. Это редкое сокровище было широко известно среди культиваторов дьявольского да. Оно напоминало второе тело, пока было связано с зарождающейся душой. Стоит сказать, что создание этого сокровища требовалась не только сущность крови 100 различных духовных зверей, но и совместная культивация нескольких своеобразных дьявольских искусств. Кроме того, метод создания был давно утерян. Казалось, что он попал в руки секты, рассеивающейся инь какое-то время назад, и, наконец, сокровище было изготовлено этим чудовищным культиватором. Тем не менее, это также была хорошая возможность. Как только жемчужина приблизилась к нему, он взорвал ее божественной дьявольской молнией и поймал в ловушку внутри, а затем ударил ее веером 3 огней. Независимо от способностей сокровища, это не было чем-то, что могло бы противостоять ярости веера. С таким планом Ханли собирался встретиться со старым дьяволом, но жемчужина внезапно остановилась на полпути. Внезапно вспыхнуло темно-красное пламя высотой в фут, а жемчужина исчезла без следа. Ханли почувствовал, как его сердце задрожало, и быстро освободил свое духовное чутье, опасаясь, что старый дьявол попытается устроить ему засаду. Но мгновение спустя он был ошеломлен. Пылающая кровавая дьявольская жемчужина вновь появилась, но не рядом с ним, это было на краю области вдалеке. Старый дьявол Цань издал ревущий смех. «Юноша, ты думаешь, я выживший из ума старик? Сражаться здесь против 2 высокоранговых противников глупо. Я обязательно развлеку тебя снаружи с подкреплением». С этими словами кровавая дьявольская жемчужина исчезла в волнах серебряного света. Когда Ханли понял, что произошло, было уже слишком поздно преследовать. Но, несмотря на удивление, на его лице не было следов паники. Вместо этого он перевел взгляд на битву Гуйлин с чивкающими демонами. Выражение его лица зашевелилось, а с его спины раздался гром, высвободив пару крыльев. В мгновение ока он появился на краю сущности света. Ханли холодно посмотрел в направление, куда сбежал старый дьявол, и поднял свой веер, но на его лице появились следы колебаний. Затем он выплюнул объект размером с кулак, окутанный лазурным светом, небесный котел. Сделав это, он внезапно услышал громкий удар, а затем проклятие старого дьявола Цань. Затем свет вокруг них дрогнул вместе с малиновой полоской, и появился шар серебряного света. Кровавая дьявольская жемчужина все еще была окружена алым светом, но пламя вокруг нее уменьшилось почти вдвое. Шар ослепительного серебряного света напротив нее, казалось, трансформировался в размытый силуэт.
Глава 1030. Уничтожение. Когда старый дьявол Цань увидел, что Хань Ли оказался перед ним, его сердце дрогнуло, и кровавая дьявольская жемчужина тут же остановилась. Затем серебряный силуэт за жемчужиной начал действовать. Он поднял маленький лук в своей руке и натянул призрачную тетиву, выпустив плотный поток красных стрел. Сразу после этого Хань Ли злобно улыбнулся старому дьяволу и взмахнул веером 3 огней. Из веера тут же вылетел огненный феникс и метнулся к жемчужине. Вскоре старый дьявол Цань оказался между молотом и наковальней. Он был очень обеспокоен, поскольку ему уже доводилось видеть мощь веера 3 огней. Но несмотря на то, что он знал, что не может заблокировать атаку, заградительный огонь позади него был невероятно мощным. В конце концов, он был ранен им. Не в силах что-либо сделать, кровавая дьявольская жемчужина издала пронзительный вопль и выстрелила назад. Во вспышке алого света появилось серое лицо, и вместе с ним внезапно вырвалось облако плотной черной ци. В порыве яростного ветра посреди угольно-черной ци появилась флаг рассеивания призраков, сверкающий зеленым светом метром в высоту. Хань Ли мгновенно узнал этот предмет. Помимо плотности дьявольской ци, знамя было почти идентично тому, что было у него. Затем знамя развернулось перед жемчужиной. Подули ветра инь, наполняя воздух черным туманом. Из них появились уродливые призрачные головы и выплюнули струи огня на приближающиеся стрелы. Когда стрелы столкнулись с инь-ци, внутри послышался взрыв. Воспользовавшись этим, старый дьявол Цань скрыл кровавую дьявольскую жемчужину силой знамени, и оба сокровища улетели. Но, оглянувшись назад, он увидел, что Феникс преследовал его. Сердце старого дьявола дрогнуло при виде этого, но вскоре он пришел в себя. Знамя вспыхнуло ярко-зеленым светом, создав сверху черную дыру. Из дыры стала сочиться черная инь-ци, внутри которой появился призрак. Появившись, он мгновенно увеличился в размерах, достигнув высоты 3 метров и держа грозную осанку. Этот призрачный демон был полностью покрыт черной глянцевой броней, а в его руке был двухсторонний трезубец, что выглядело ужасающе. Призрак, казалось, находился под ограничением знамени в течение долгого времени. Высвободившись сейчас, он взволнованно взвизгнул, даже не успев осмотреться. Но как только это произошло, он сразу же затих. В своей тревоге призрачный демон быстро выплюнул перед собой туман абсолютно черной инь-ци и взволнованно взмахнул трезубцем перед Фениксом, чтобы заблокировать его. Хотя он не мог сравниться с такими культиваторами, как старый дьявол Цань или Хань Ли, но он был не менее мощным, чем обычный культиватор на ранней стадии зарождающейся души. Однако он был заключен в знамя несколько сотен лет и теперь в момент небрежности столкнулся с атакой такой грозной силы. В момент столкновения атак раздался приглушенный взрыв. Внезапно появился пульсирующий ореол таинственного света, который мгновенно расширился на более чем 30 метров в ширину. В ореоле стали мерцать талисманные символы, и призрачный демон мгновенно исчез вместе с окружающей его инь-ци. Пока ореол взрыва распространялся по воздуху, кровавая дьявольская жемчужина выиграла достаточно времени, чтобы завернуться в флаг рассеивания призраков, защитив себя от потенциального бедствия. Старому дьяволу Цань повезло, что он пережил последовательные атаки, но когда он взглянул на флаг рассеивания призраков, он почувствовал великую печаль. Теперь знамя едва сияло слабым светом, поскольку его духовная природа была сильно повреждена. Это произошло из-за того, что основное воплощение внутри знамени погибло, а большая часть его призрачного тумана была уничтожена трехцветной атакой. Флага рассеивания призрака можно было бы назвать реликвией секты рассеивающейся инь, но это было не из-за силы одного знамени. Истинная сила проявлялась, когда все 18 флагов были собраны вместе. При таких обстоятельствах он был уверен, что сможет защитить себя от культиватора стадии трансформации божества, не говоря уже о Хань Ли и рогатой женщине. Жаль, что предок секты рассеивающейся инь установил, что собрать все 18 флагов в руках одного человека можно только в случае, если секте грозит великое бедствие. Обычно все 18 флагов были распределены среди самых высокоуровневых культиваторов секты. Даже сам великий старейшина не мог пренебрегать этим правилом. Не говоря уже о том, что одно из этих сокровищ попало в руки врага. С этой мыслью лицо призрака появилось на поверхности кровавой дьявольской жемчужины с намерением поглотить поврежденный магический инструмент. Как только атака веера 3 огней закончилась, его страх перед Хань Ли значительно уменьшился. Использование такого могущественного сокровища, несомненно, потребляло много магической силы. Хань Ли уже использовал его и раньше. Начав второй удар так скоро, он не сможет снова использовать сокровище в ближайшее время. В любом случае, если бы Хань Ли смог быстро использовать веер, он бы давно погиб от его могущества. Но в этот момент произошло нечто странное. Издалека послышался гром,
и из замаскированного серебряного силуэта появилась изумрудная полоса. Нехорошо. Страх окутал старого дьявола, увидев знакомую сцену. Когда он первый раз сбежал от Ханьли с кровавой дьявольской жемчужиной, он был застигнут врасплох и попал в засаду этой изумрудной полоской. Поскольку она содержала божественную дьявольскую молнию, оно повредило большую часть алого пламени, защищавшего его. Пострадав однажды, он не собирался позволить этому случиться снова. После того, как призрачное лицо поглотил флаг, жемчужина размылась. Через 3 метра вновь появилась зеленая полоска, истинная форма которой была изумрудной стрелой длиной в несколько дюймов, окутанная золотой молнией. С грохотом грома стрела испортила образ жемчужины кровавого дьявола, оставленной позади. Чтобы избежать очередного кризиса, старый дьявол Цань использовал секретную технику, чтобы отодвинуть жемчужину на некоторое расстояние, оставив позади только иллюзию. В 40 метрах от него вспыхнуло облако кровавого пламени, и жемчужина вновь появилась. Но в тот же миг за ним появилось мерцание черного света, сабля длиной в дюйм засияла в виде кристалла черного цвета. В мгновение ока атаковал жемчужину, прорвав ее оборону, словно ее никогда не существовало. Громкий треск и жалкий крик старого дьявола Цань пронзили воздух. Жемчужина распалась на куски. В ярости он закричал, не веря своим глазам: невозможно. Кровавую дьявольскую жемчужину невозможно так легко. Даже божественный небесный клинок высокого зенита не мог. Эта летающая сабля, жемчужина снова треснула, полностью раскололась, обнажив зарождающуюся душу. Она, однако, выглядела очень странно. Ее пронизывал кровавый туман, а в ее руке был маленький флаг. Кроме того, 5 черепов вонзили зубы в ее тело. Черепа были совершенно черными и грызли зарождающуюся душу, словно питаясь сущностью ее крови, что было душераздирающим зрелищем. Сразу после того, как жемчужина исчезла, зарождающаяся душа старого дьявола Цань пронзительно завизжала и завернулась в флагорассеивание призрака, метнувшись прочь в виде полоски черного тумана. Между тем, огромный скелет, сражающийся с Гуйлин, разразился пронзительным воплем, и его тело растворилось в воздухе, превратившись в 5 серых облаков, которые устремились к старому дьяволу. Жемчужина была уничтожена, и старый дьявол Цань больше не мог формировать малиновый силуэт, он все еще мог слиться со своими демонами и обладать их телом. Конечно, Гуйлин не собиралась позволить им сбежать. Ее тело мгновенно уменьшилось до ее первоначального размера, и она помчалась за ними. Если бы его зарождающейся душе удалось избежать сущности света, она могла мгновенно переместиться, чтобы позволило ей приблизиться к чавкающим демонам и слиться с ними. Но теперь, когда его движения были ограничены до обычной скорости, он не мог опередить розовые крылья Ханьли. Как и ожидалось, Ханьли взмахнул крыльями и появился перед старым дьяволом Цань, взмахнул рукой и выпустил сеть золотой молнии. Старый дьявол сразу понял, что это божественная дьявольская молния, и в панике выплюнул кровавый туман, чтобы временно заблокировать атаку, а затем быстро сменил направление. Но затем перед ним появилась другая вспышка, силуэт в серебряном свете. Окружающий его свет вскоре угас, и в нем появился культиватор с бледным цветом лица. На нем были желтые одежды, и с пустым взглядом в глазах он держал в руке маленький красный лук, он был человекоподобной марионеткой на поздней стадии зарождающейся души. Но, появившись, марионетка не атаковала. Ее глаза внезапно засияли ослепительным фиолетовым светом, который пустил рябь в воздухе. Когда старый дьявол Цань увидел этот пурпурный свет, он сразу же попал в плен, словно его душа уже втянулась в него. Его тело стало мягким, а разум — пустым. Нет. Чарующая техника. Хотя теперь от него осталась лишь зарождающаяся душа, его мощное духовное чутье помогло ему быстро прийти в себя. Он быстро в шоке повернул голову, не осмеливаясь смотреть ему в глаза. Черная ци выскочила из его тела, и он быстро метнулся в другом направлении. Однако он внезапно почувствовал колебания духовного ци над собой и невольно посмотрел вверх. Это был маленький котел, сияющий слабым лазурным светом, который вращался в воздухе. Хотя он первый раз видел это сокровище, его тысячелетний опыт подсказывал ему, что оно за пределами его возможностей, и он сразу поспешно улетел в виде полоски черного света. Затем котел зазвенел и выпустил густой лазурный туман, который быстро рассеялся в направлении убегающей души.